Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов мы будем делать наращивание ногтей на ногах. Наращивание на ногах не столь распространенная процедура, по крайней мере в зимнее время. Ведь в холодное время года мы зачастую ходим в закрытой обуви, которая осуществляет давление на наши ногти. И это может спровоцировать травму и такое явление, как анихолизис. Но желание клиента практически всегда для нас закон. Поэтому лучше сделаем мы и сделаем это чистенько, нежели клиент уйдет и сделает это где-то в другом месте. Вначале мы обрабатываем ножки антисептиком. Тщательно протираем, выравниваем свободный край ногтя и зашлифовываем торец. Так как ногти на ногах немножко грубее и жестче, нежели на руках, пилочку мы также будем использовать немножко жестче. Я беру абразив 150 грит. Поработав с торцом, переходим к ногтевой пластине. Ее также нужно зашлифовать, но для этого пилочку я беру с абразивностью 180 грит. Вначале пилочкой мы проходимся вдоль кутикулы. После тщательной обработки переходим к зоне вдоль бокового валика. Затем переходим на другую сторону и также зашлифовываем ноготь около бокового валика. Как видим, на ногте присутствует старый материал неизвестной давности. Здесь его небольшое количество, поэтому способ такой, как размачивание или снятие искусственного материала аппаратом, использовать мы не будем, а уберем все лишнее обычной пилочкой. Убираем старый материал и зашлифовываем ноготь по всей поверхности вдоль его роста. Теперь возьмем алмазную насадку цилиндр с красной насечкой. Включив аппарат на форварде в режим 15 тысяч оборотов, убираем птериги и отодвигаем кутикулу. Насадкой работаем абсолютно без давления, мелкими шажками и с каждым шагом сдвигаемся в бок. Так мы обрабатываем абсолютно все ноготки. Убрав всю пыль, покрываем околоногтевую кожу ремувером и оставляем на пару минут. Теперь возьмем пушер и будем использовать сторону лопатка. Пушер нужно поставить под углом 45 градусов по отношению к ногтевой пластине и аккуратно приподнимать кутикулу. Ни в коем случае пушер не стоит загонять глубоко под кутикулу, ведь вы можете травмировать матрикс. После используем другую сторону пушера, сторону топорик. Именно этой стороной вычищаем все ненужное из-под кутикулы и боковых валиков. Все, что вычистили, естественно, вытираем о салфетку. Затем переходим к инструменту накожницы. Это щипчики со щечкой. Именно таким инструментом работают в педикюре. Данным инструментом срезаем кутикулу и всю другую ненужную кожу. Работает только кончик накожниц. Заводим накожницы на кутикулу, делаем срез, оттягиваем накожницы вниз. Затем немного поднимаемся вверх, снова делаем надрез и спускаем накожницы вниз. Выбирать такой инструмент нужно с умом, и перед покупкой обязательно возьмите инструмент в ладошку, чтобы он соответствовал размеру вашей ладони. В любом другом случае работать вам будет жутко неудобно. Также накожницами очень удобно и легко срезать мелкие заусенцы. Взяв керамическую насадку шар, мы доведем кожу до идеального состояния, зашлифуя ее и убрав все недочеты. Аппарат включен в режиме Forward на 15 тысяч оборотов. Работаем справа налево. Либо же переключаем аппарат на Reverse и ведем аппарат слева направо. После всей работы с кожей нам нужно хорошенько подсушить и обезжирить ногтевую пластину. Это делаем либо дегидратом, либо спиртом. Берем праймер и покрываем тонким слоем ногтевую пластину. И как мы уже знаем, праймер не должен затекать на кожу. Следом берем базу. Тонким слоем и втирающими движениями покрываем ногтевую пластину. И чтобы база не затекала на кожу, делайте отступ в пару миллиметров от кутикулы и боковых валиков. Также не забывайте запечатывать торец ногтя. После покрываем следующие ноготки. Если ноготки очень маленькие и кисть от базы достаточно широкая для них, возьмите любую другую кисточку поуже и наносите ею базу. Так вы избежите затеков. После покрытия сушим базу в лампе. Далее переходим к наращиванию. Я использую любимый полигель. Именно этим гелем мы будем делать до наращивания ногтей без форм. Шпателем набираем небольшую каплю геля и выкладываем ее на ноготок. Затем кисточкой, смоченной в спецжидкости, распределяем гель и стягиваем его к свободному краю ногтя, формируя длину. Смоченной в спецжидкости кисточки мы проводим под полигелем, проверяем, не опустился ли он. Финально выравниваем торец ногтя и переходим к следующим ноготкам.
Снова же выкладываем каплю полигеля на ноготок и стягиваем гель на кончик ногтя, формируя длину. Не забывайте смачивать кисточку в спецжидкости, ведь полигель очень сильно прилипает именно к сухой кисти. Если у вас нет спецжидкости, не расстраивайтесь. Вы можете смачивать кисть в клинсере, то есть в средстве для снятия липкого слоя. Это средство также идеально подойдет, ведь выветривается оно не так быстро, как спирт, но имеет идеальные свойства для работы с полигелем. После формирования длины на всех ноготках сушим ногти в лампе. После сушки повторно выкладываем небольшую каплю гель, выравниваем ноготок и убираем ступеньку перехода ногтя к увеличенной длине. Но помните, нам не нужно наляпать много геля на ноготь. Нам нужно сделать ноготок прочным, но как можно тоньше, чтобы избежать чрезмерного давления обуви на ноготь. То есть нам нужно сымитировать свой отросший прочный ноготь. Выкладываем гель, распределяя его тонким слоем по ногтю. Около кутикулы и боковых валиков гель должен сходить на нет, чтобы не было отслоек. Ту же процедуру проделаем с последующими ноготками. После того, как мы закончили выкладку геля, просушиваем ногти в лампе. Снимаем липкость и переходим к опилу. Жесткой стороной пилочки формируем свободный край ногтя, заужаем его и выравниваем. Затем переходим к опилу основы ногтя. Для начала убираем лишний материал и выравниваем центральную ось ногтя. После переходим к опилу около боковых валиков, то есть производим опил боковых параллелей. Произведя опил слева и справа, сглаживаем переход от центральной оси ногтя и боковых параллелей. Так как опил мы производили довольно жесткой пилочкой, на ногте остались борозды шершавости, которые не дадут нам сделать идеально ровный френч. Поэтому ноготь нам нужно сгладить. Это мы сделаем с помощью бафика. Бафиком просто зашлифовываем поверхность ногтя, выравнивая ее. Убрав лишнюю пыль, перейдем к френчу. Подушечку большого пальца своей правой руки я покрываю средним слоем гель-лака. Зажимаю пальчик клиента и отодвигаю подушечку пальца. Подушечку своего пальца прикладываю к торцу ногтя клиента и провожу пальчиком в бок. Тем самым выкладываю гель-лак на торец ногтя, формируя красивую ровную линию улыбки. Если вы видите, что с одной стороны гель-лака не хватает, можете повторно провести пальчиком, делая сильнее нажим в том месте, где гель-лака не хватает. Не бойтесь испачкать кожу. Таким же образом рисуем френчи на остальных ноготках. Так как здесь ногти меньшего размера, френч получается намного быстрее и с первого раза. Если же вы не любите прямую линию улыбки, вы можете все исправить. Возьмите кисть-волосок и просто заведите усики. Таким образом мы смягчаем и сглаживаем линию улыбки. Так я делаю на всех ноготках. С помощью такого способа вы можете нарисовать идеально ровный и красивый френч на 10 ноготках буквально за 2,5-3 минуты. После не спешите сушить ногти в лампе. Обмотайте кончик пушера или свой ноготок салфеткой и аккуратно протрите кожу, которую запачкали гель-лаком. Протирая кожу, следите за тем, чтобы не стереть уже нарисованный френч, а уже после сушим ногти в лампе. Перейдем к топовому покрытию. Я использую топ с мелким глиттером, который добавляет невероятного блеска ногтю. Покрываю абсолютно все ноготки, запечатываю торец и отправляю сушиться в лампу. После у нас есть уникальная возможность сравнить две ножки до и после. Мизинец был самым менее симпатичным, но и в принципе все ногти оставляли желать лучшего вида. Но приложив немного усилий и стараний, мы все-таки смогли добиться хорошего результата и порадовать клиента. Можете присылать свои работы ногтей в мой инстаграм. Обещаю публиковать абсолютно все работы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы не пропустить, когда выйдет мое новое видео. Пока-пока!